Представьте себе объекты настолько экстремальные, что они бросают вызов нашему пониманию физических законов. Места, где гравитация искривляет само пространство-время, где материя разрывается на субатомные частицы, а энергия высвобождается в масштабах, превышающих триллионы атомных взрывов. Во Вселенной существуют аномальные и загадочные объекты, чьи свойства по-настоящему ошеломляют. Черные дыры, гравитация которых настолько сильна, что ничто, даже свет, не может покинуть их пределы. Квазары – сверхмассивные космические маяки, сияющие ярче сотен галактик. Магнитары – нейтронные звезды с чудовищными магнитными полями, способными разрушать молекулярные связи на огромных расстояниях. Сверхновые и гиперновые взрывы, высвобождающие энергию, сравнимую с миллиардом солнц, и оставляющие после себя остатки, наполняющие космос тяжелыми элементами. Но даже это лишь малая часть загадок, которые скрывает Вселенная. Какие объекты можно назвать самыми мощными, разрушительными и экзотическими? Как они влияют на структуру космоса? И возможно ли, что среди них есть нечто, что полностью изменит наше понимание мироздания? Сегодня мы погрузимся в тайны самых необычных и смертоносных объектов во Вселенной. Обычные звезды – это плазменные шары, в которых за счет гравитационного сжатия поддерживаются термоядерные реакции. Именно эти реакции превращают водород в гелий и выделяют энергию, которая удерживает звезду от коллапса и делает ее светящейся. Карлики – самые распространенные звезды, большинство звезд во Вселенной – это карлики. Они небольшие, относительно стабильные и могут светить миллиарды лет. Красные карлики – самые маленькие и холодные звезды. Их масса составляет от 0,8 до 0,5 массы Солнца, а температура поверхности – от 2500 до 4000 кельвинов. Они светят тускло и очень экономно расходуют топливо, поэтому могут существовать десятки и даже сотни миллиардов лет. Их кончина наступает без взрыва. Со временем они становятся белыми, а затем черными карликами. Желтые карлики такие, как Солнце. Они больше и горячее красных карликов, температура поверхности достигает 6000 кельвинов. Их основное топливо – водород, который они сжигают примерно 10 миллиардов лет. После этого они раздуваются и превращаются в красных гигантов, а затем сбрасывают внешние слои, оставляя после себя белый карлик. Белые карлики – это бывшие звезды, у которых закончилось топливо. Они состоят в основном из кислорода и углерода, а их размер сопоставим с Землей, но плотность огромна. Чайная ложка вещества белого карлика весила бы тонны. Со временем они остывают, становясь черными карликами, полностью мертвыми объектами, которых мы пока не можем наблюдать. Гиганты – звезды, которые вступили в финальную стадию жизни, когда звезде среднего размера, как Солнце, не хватает водорода. Термоядерные реакции замедляются, и гравитация начинает побеждать, но вместо коллапса давление изнутри заставляет внешние слои расширяться. Так появляются гиганты. Красные гиганты яркие, но относительно холодные, до 3500 кельвинов. Когда Солнце станет красным гигантом, оно увеличится в сотни раз, а его внешний слой может поглотить Землю. Однако гравитации будет недостаточно для запуска новых реакций, и оно сбросит оболочку, оставив после себя белый карлик. Желтые гиганты – редкая промежуточная стадия, когда звезда становится нестабильной. Некоторые из них пульсируют, изменяя яркость. Пример. Пульсирующая цефеида полярная. Сверхгиганты – звезды. Обреченные на катастрофу, если масса звезды превышает 10 солнечных, она не просто раздувается, а превращается в сверхгигант. Это огромные яркие и нестабильные звезды, у которых топливо выгорает быстро, за несколько миллионов лет. Красные сверхгиганты – это холодные, но огромные звезды. Бетельгейзе – классический пример. Она уже нестабильна и скоро взорвется как сверхновая, оставив после себя нейтронную звезду или черную дыру. Голубые сверхгиганты – более горячие и яркие. Их температура превышает 30 тысяч кельвинов. Ригель – один из самых известных. Такие звезды часто теряют массу из-за сильного звездного ветра. Гипергиганты – самые массивные звезды во Вселенной. Гипергиганты – это сверхгиганты с экстремальными характеристиками. Они огромны, нестабильны и живут всего несколько миллионов лет. Ввай Большого Пса – одна из крупнейших известных звезд. Ее радиус в 1500 раз больше солнечного. Такие звезды заканчивают жизнь мощным взрывом сверхновой, оставляя после себя черную дыру. Протозвезды – рождение звезды протозвезда. Это облако газа и пыли, которое сжимается под действием гравитации.
Когда температура и давление в ядре становятся достаточными, начинается термоядерный синтез, и звезда рождается. Если масса объекта слишком мала, термоядерные реакции не запускаются, и он остается коричневым карликом, недозвездой. Как звезды умирают, судьба звезды зависит от ее массы. Маленькие звезды, красные карлики, просто медленно угасают, становясь белыми карликами. Средние звезды, как Солнце, превращаются в красных гигантов, затем сбрасывают оболочку и становятся белыми карликами. Массивные звезды взрываются как сверхновые, оставляя либо нейтронную звезду, либо черную дыру. Обычные звезды – это ключевые объекты во Вселенной. От их эволюции зависит появление тяжелых элементов, из которых состоят планеты и даже мы. Белые карлики – это конечная стадия эволюции звезд малой и средней массы. Такие звезды, как наше Солнце, когда исчерпают запас водорода, превращаются сначала в красные гиганты, а затем сбрасывают внешнюю оболочку, оставляя после себя компактное ядро. Это ядро и есть белый карлик, сверхплотный остаток звезды, который больше не может поддерживать термоядерные реакции. Масса белого карлика может достигать массы Солнца, но его размер сравним с Землей. Это делает его одним из самых плотных объектов во Вселенной после нейтронных звезд и черных дыр. Средняя плотность белого карлика в миллион раз превышает плотность обычного вещества. Представь, чайная ложка вещества белого карлика весит несколько тонн. В отличие от обычных звезд, белые карлики не излучают свет за счет термоядерного синтеза. Их свечение – это остаточное тепло, которое они медленно теряют. Со временем белый карлик остывает, превращаясь в черный карлик, полностью холодный и невидимый объект. Но есть интересный момент. Согласно современной астрофизике, возраст Вселенной около 13,8 миллиарда лет. А процесс превращения белого карлика в черный занимает сотни миллиардов лет. Это значит, что пока во Вселенной еще не существует ни одного черного карлика, просто не прошло достаточно времени, чтобы белые карлики успели полностью остыть. Важный аспект белых карликов – предел Чандрасекара. Это теоретическая граница массы белого карлика, равная примерно 1,4 массы Солнца. Если объект превышает этот предел, давление вырожденного газа, которое удерживает звезду от гравитационного коллапса, становится недостаточным, и белый карлик коллапсирует в нейтронную звезду или даже черную дыру. Еще одна любопытная вещь. Белые карлики могут стать причиной термоядерных взрывов. Если белый карлик находится в двойной системе и перетягивает вещество со своей соседней звезды, он может накопить критическую массу и взорваться как сверхновая типа Иа. Эти взрывы настолько яркие, что их видно на расстояниях в миллиарды световых лет. Таким образом, белые карлики – это своеобразные звездные зомби. Они больше не живут, но еще не умерли окончательно. Они не поддерживают термоядерные реакции, но продолжают светиться, постепенно угасая, а в некоторых случаях они могут неожиданно взорваться, оставив после себя пустоту. Нейтронные звезды – это одни из самых экстремальных объектов во Вселенной. Они появляются после коллапса массивных звезд, которые взрываются как сверхновые. Если ядро звезды после взрыва имеет массу от 1,4 до 3 солнечных, оно не превращается в черную дыру, а становится нейтронной звездой. Представь объект с массой в 2 Солнца, но размером всего 20 километров. Нейтронная звезда настолько плотная, что чайная ложка ее вещества весит миллиарды тонн. Причина в том, что материя в нейтронной звезде находится в вырожденном состоянии. Атомы сжаты так сильно, что электроны буквально вдавливаются в протоны, превращая их в нейтроны. Поэтому внутри звезды почти нет отдельных атомов, только плотный океан нейтронов. Поверхность нейтронной звезды твердая, но под ней находится слой сверхтекучего нейтронного вещества. А еще глубже – ядро, где материя ведет себя так, как мы вообще не можем смоделировать. Возможно, там существуют экзотические кварковые состояния, в которых материя превращается в первичную субстанцию Вселенной. Нейтронные звезды обладают невероятно сильным магнитным полем в триллионы раз превышающим земное. Такие объекты называются магнитарами. Их вспышки могут за доли секунды выделять больше энергии, чем Солнце за всю свою жизнь. Еще один вид нейтронных звезд – пульсары. Они вращаются с огромной скоростью, посылая в космос узкие лучи радиоволн, как космические маяки. Некоторые пульсары совершают сотни оборотов в секунду, что делает их самыми быстрыми вращающимися объектами во Вселенной. Если масса нейтронной звезды превышает предел Оппенгеймера-Волкова, около 2,5 масс Солнца, никакие силы уже не могут остановить гравитационный коллапс, и звезда превращается в черную дыру. Нейтронные звезды – это последнее предупреждение перед тем, как материя исчезает в бездне гравитации.
Они – напоминание о том, насколько экстремальной может быть Вселенная. Кварковые звезды – это гипотетический объект, который может существовать на грани между нейтронной звездой и черной дырой. Идея проста, но пугающая. Если масса нейтронной звезды приближается к пределу Оппенгеймера-Волкова 2,5 массы Солнца, давление нейтронов уже не способно сдерживать гравитацию. Но, возможно, вместо того, чтобы сразу схлопнуться в черную дыру, нейтроны разрушаются, высвобождая свои составляющие – кварки. Кварки – это самые фундаментальные кирпичики материи, из которых состоят протоны и нейтроны. В обычных условиях они никогда не существуют поодиночке, но в экстремальном давлении ядра коллапсирующей нейтронной звезды они могут образовать новую фазу материи – кварк-глюонную плазму. Это состояние, которое существовало в первые мгновения после Большого взрыва, когда Вселенная была слишком горячей и плотной, чтобы существовали привычные атомы. Если кварковая звезда действительно может существовать, она будет еще плотнее нейтронной, но не настолько, чтобы стать черной дырой. Такие объекты могут быть меньше 10 километров в диаметре, но при этом их масса сравнима с солнечной. Одна из гипотез утверждает, что внутри кварковой звезды материя организуется не в случайный хаос, а в так называемый странный кварковый материал. В него входят не только обычные кварки, верхний и нижний, но и более экзотические, странные кварки. Если этот материал действительно стабилен, то кварковая звезда может существовать неопределенно долго. Интересно, что если странная материя действительно более устойчива, чем обычная, то она способна заражать нейтронные звезды. При столкновении кварковая звезда может превратить нейтронную звезду в себе подобную, распространяя странную материю по Вселенной. Это как космическая эпидемия, которая превращает обычные нейтронные звезды в нечто совершенно новое. Главная проблема в том, что пока у нас нет прямых доказательств существования кварковых звезд. Но астрономы наблюдают аномально маленькие и плотные объекты, которые могут быть кандидатами. Например, звезда XTJ 739-285, которая вращается с невероятной скоростью и, возможно, слишком компактна, чтобы быть обычной нейтронной звездой. Если кварковые звезды действительно существуют, это откроет новый класс объектов во Вселенной и поможет понять, что происходит с материей в экстремальных условиях. Возможно, это последний шаг перед тем, как объект окончательно становится черной дырой. Или же кварковые звезды – это новый, неизведанный тип материи, который ждет своего открытия. Магнитары – это особый тип нейтронных звезд, обладающих сверхмощным магнитным полем. Если обычная нейтронная звезда уже представляет собой экстремальный объект, то магнитар – это уровень за гранью понимания. Его магнитное поле в триллионы раз сильнее земного и настолько мощное, что может изменять структуру атомов, буквально вытягивая электроны из их орбит. Представь, что нейтронная звезда коллапсирует, но из-за особых условий в ее ядре начинается процесс динамоэффекта. Это когда вращение и движение заряженных частиц создают мощные магнитные поля. Если этот эффект работает слишком интенсивно, то магнитное поле звезды может достичь катастрофических значений, превращая ее в магнитар. Магнитары живут недолго по космическим меркам. Через несколько миллионов лет они теряют свою энергию и становятся обычными нейтронными звездами. Но за это короткое время они могут устраивать космический ад. Их магнитное поле не просто сильное, оно нестабильное. Время от времени магнитары переживают так называемые звездотрясения – внезапные сдвиги коры звезды, которые вызывают мощнейшие выбросы энергии. В 2004 году магнитар СГР 1865-20 испустил вспышку, которая была настолько мощной, что даже на расстоянии 50 тысяч световых лет вызвала возмущение в земной ионосфере. Если бы подобный объект находился ближе к нам, это могло бы стереть всю электронику на планете и серьезно повлиять на атмосферу. Еще одна жуткая особенность магнитаров – их влияние на материю вокруг. Если бы гипотетический космонавт приблизился к магнитару на несколько тысяч километров, его атомы буквально начали бы распадаться. Разница сил, действующих на молекулы в голове и ногах, была бы настолько большой, что тело просто рассыпалось бы на субатомные частицы. Магнитары – это мощные генераторы космических вспышек, и астрономы подозревают, что именно они могут быть причиной некоторых гамма-всплесков, самых ярких явлений во Вселенной. Если это так, то магнитары не только одни из самых опасных объектов во Вселенной, но и одни из самых загадочных. Они напоминают нам, что природа не знает ограничений и что Вселенная умеет создавать монстров, от которых даже черные дыры выглядят менее устрашающе.
Пульсары – это нейтронные звезды, которые вращаются с невероятной скоростью и испускают узкие лучи электромагнитного излучения. Они работают как космические маяки, которые регулярно посылают сигналы в пространство. Если пульсар направлен в сторону Земли, мы воспринимаем его излучение как периодические импульсы, что и дало название этому явлению. Все начинается с массивной звезды, которая взрывается как сверхновая. Ее ядро сжимается, и если его масса не превышает предела Оппенгеймера-Волкова, около 3 масс Солнца, оно превращается в нейтронную звезду. Но если эта звезда имела достаточно большую скорость вращения перед взрывом, то и нейтронная звезда сохранит этот момент. В результате она начинает вращаться с огромной скоростью, совершая сотни оборотов в секунду. Магнитное поле пульсара взаимодействует с заряженными частицами вокруг, создавая мощные электромагнитные лучи. Эти лучи исходят из магнитных полюсов, но из-за того, что ось магнитного поля не совпадает с осью вращения, они двигаются как прожекторы. Если Земля попадает в область действия этих лучей, мы регистрируем регулярные радиосигналы. Пульсары – это одни из самых точных часов во Вселенной. Некоторые из них обладают настолько стабильным вращением, что их можно использовать для измерения времени, точнее, чем атомные часы. Самые быстрые пульсары называются миллисекундными. Они совершают сотни оборотов в секунду, а их поверхность движется со скоростью, близкой к световой. Такие объекты могли разогнаться благодаря аккреции вещества от соседних звезд, что дало им дополнительный импульс. Один из самых известных пульсаров – Краб-пулсар, который находится в центре крабовидной туманности. Это остаток сверхновой, вспыхнувшей в 1054 году и зафиксированный древними астрономами. Он вращается 30 раз в секунду, а его энергия настолько велика, что питает всю туманность, заставляя ее светиться. Пульсары не вечны. Со временем они теряют энергию и замедляются. Но пока они активны, они остаются одними из самых экстремальных объектов во Вселенной, превращая свою невероятную скорость вращения в мощные космические радиосигналы. Их изучение помогает не только понять, как ведет себя материя в экстремальных условиях, но и проверять фундаментальные законы физики, включая общую теорию относительности Эйнштейна. Экзотические и гипотетические звезды. Черные карлики – это гипотетическая конечная стадия эволюции белых карликов. Белые карлики не поддерживают термоядерных реакций, а просто остывают, постепенно теряя свою тепловую энергию. Через сотни миллиардов или даже триллионы лет они должны полностью охладиться и перестать излучать свет. Тогда они станут черными карликами, невидимыми, холодными остатками звезд. Но здесь есть одна загвоздка. Возраст Вселенной около 13,8 миллиарда лет. Белые карлики существуют гораздо меньше. Даже самые старые из них еще не успели остыть до состояния черного карлика. Это значит, что пока во Вселенной не существует ни одного черного карлика, просто не прошло достаточно времени. Что же будет представлять собой черный карлик? Скорее всего, это невероятно плотный и компактный объект, состоящий из вырожденного углерода и кислорода. Его масса может быть близка к солнечной, но размер останется примерно как у Земли. Без внутреннего источника энергии он будет практически неотличим от окружающего пространства, а его гравитация станет единственным способом его обнаружить. Есть теория, что материя черных карликов может постепенно подвергаться квантовому туннелированию. Это означает, что за временные масштабы, превышающие возраст нынешней Вселенной в триллионы раз, черный карлик начнет разрушаться, превращаясь в облако частиц. Но это гипотеза, так как мы просто не можем наблюдать такие временные отрезки. Если черные карлики когда-то появятся, это будет означать, что Вселенная уже прожила свою активную фазу. Звезды давно угасли, не осталось ни света, ни тепла, а пространство заполнено лишь темными холодными останками некогда ярких светил. Эта эра называется тепловая смерть Вселенной. Момент, когда больше не останется источников энергии, и все процессы остановятся. Черные карлики – это символ конца времен, напоминание о том, что даже звезды смертные и Вселенная движется к своему неизбежному затуханию. Гравитационные звезды – это гипотетический тип объектов, которые могли бы существовать вместо черных дыр, если наша физика не полна. Их идея основана на предположении, что коллапсирующая звезда может достигать экстремальной плотности, но при этом не превращаться в черную дыру, а оставаться стабильным объектом без горизонта событий. В стандартной модели черные дыры образуются, когда масса ядра умирающей звезды превышает предел Оппенгеймера-Волкова. Тогда ничто не может остановить гравитационный коллапс, и звезда схлопывается в точку – сингулярность, окруженную горизонтом событий. Но здесь начинается проблема. Сингулярность – это математическая аномалия, где плотность становится бесконечной, а законы физики перестают работать.
Возможно, природа не допускает таких объектов, и вместо черных дыр существуют гравитационные звезды. Их принцип работы основан на том, что вблизи критической плотности появляются экзотические эффекты квантовой гравитации, которые предотвращают дальнейший коллапс. Одна из гипотез. Гравитационные звезды состоят из темной энергии или экзотической материи с отрицательным давлением. Такая материя могла бы уравновесить силу гравитации, не позволяя объекту сжаться в сингулярность. Другая теория предполагает, что в экстремальных условиях внутри таких звезд возникают квантовые флуктуации пространства-времени, создавая плотное, но не бесконечное состояние. Если гравитационные звезды существуют, то снаружи они выглядели бы почти как черные дыры. Их гравитация была бы настолько сильной, что свет изгибался бы вокруг них, создавая эффект гравитационной линзы. Но, в отличие от черных дыр, у них не было бы горизонта событий, а значит, материя, попавшая внутрь, могла бы каким-то образом выходить обратно. На данный момент у нас нет доказательств существования гравитационных звезд, но если когда-нибудь окажется, что черные дыры на самом деле не такие, какими мы их представляем, это может полностью изменить наше понимание пространства, времени и гравитации. Возможно, сингулярности не существуют, а Вселенная прячет за их маской нечто совершенно иное. Примордиальные звезды – это первые звезды, которые сформировались во Вселенной, когда она была еще совсем молодой, всего несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Их еще называют звездами третьей популяции, потому что они кардинально отличались от современных звезд. Основная особенность примордиальных звезд – их химический состав. Современные звезды, такие как Солнце, состоят не только из водорода и гелия, но и из более тяжелых элементов – углерода, кислорода, железа. Но в ранней Вселенной тяжелых элементов не было вообще, потому что они образуются только внутри звезд во время термоядерных реакций и выбрасываются в пространство при их гибели. А раз первых звезд еще не было, то и тяжелых элементов быть не могло. Это значит, что примордиальные звезды состояли почти полностью из водорода и гелия, самых легких элементов, оставшихся после Большого взрыва. Отсутствие тяжелых элементов делало их очень необычными. Расчеты показывают, что такие звезды могли быть невероятно массивными, в сотни и даже тысячи раз тяжелее Солнца. Огромная масса приводила к тому, что примордиальные звезды сжигали топливо с бешеной скоростью. Они были невероятно горячими, температура поверхности могла достигать десятков тысяч градусов, а светимость превосходила солнечную в миллионы раз. Но такая яркость была недолговечной. Примордиальные звезды жили всего несколько миллионов лет, после чего взрывались как гиперновые или даже сразу превращались в черные дыры. Их роль во Вселенной была колоссальной. Именно они первыми начали производить тяжелые элементы, без которых не могли бы образоваться планеты, галактики и в конечном итоге жизнь. Без них во Вселенной до сих пор был бы только водород и гелий. Но есть проблема. Мы никогда не видели примордиальные звезды напрямую. Они существовали так давно, что их свет либо уже поглощен межгалактическим газом, либо они давно взорвались. Однако астрономы ищут следы их существования. Например, изучая состав самых древних звезд второй популяции, тех, что появились чуть позже, можно обнаружить необычное распределение химических элементов, которое может намекать на гибель примордиальных звезд. Если когда-нибудь удастся обнаружить их остатки, или, что еще круче, зафиксировать их свет с помощью новых телескопов вроде Джеймс Уэбб, это станет одним из важнейших открытий в истории астрофизики. Примордиальные звезды – это первые фабрики материи во Вселенной, благодаря которым вообще стало возможно наше существование. Антизвезды – это гипотетические объекты, которые, если они существуют, состоят не из обычной материи, а из антиматерии. В стандартной физике антиматерия – это зеркальная версия обычной материи, где у частиц противоположный электрический заряд. У электрона есть позитрон, у протона – антипротон. И если частица встречается со своей античастицей, они мгновенно аннигилируют, превращаясь в чистую энергию. По современным теориям, антиматерия должна была появиться в равных количествах с обычной материей во время Большого взрыва. Но по неизвестной причине Вселенная почти полностью состоит из обычной материи, а антиматерия почти исчезла. Это называется барионная асимметрия, и это одна из самых больших загадок современной физики. Если бы где-то во Вселенной существовала антиматерия в больших количествах, она могла бы формировать целые антигалактики, антизвезды и антипланеты. Антизвезда выглядела бы точно так же, как обычная звезда, потому что законы физики для антиматерии такие же. Она также сжигала бы антиводород в своем ядре, превращая его в антигелий через термоядерные реакции и излучая свет.
Единственная разница в том, что при столкновении с обычной материей началась бы аннигиляция с выделением огромного количества энергии. Основной вопрос – существуют ли такие объекты вообще? Если где-то в нашей галактике есть антизвезды, то время от времени они должны сталкиваться с обычными частицами межзвездного газа. При этом происходила бы аннигиляция, и можно было бы увидеть характерные вспышки гамма-излучения. И вот что интересно. В 2021 году космический гамма-телескоп Ферми обнаружил несколько источников гамма-лучей, которые не похожи ни на один из известных нам процессов. Одна из гипотез – это могут быть антизвезды, скрытые среди обычных звезд. Если антизвезды действительно существуют, это означало бы, что в какой-то части Вселенной антиматерия могла сохраниться в больших масштабах. Возможно, даже существуют целые регионы Вселенной, где все состоит из антиматерии. Галактики, планеты и, гипотетически, даже разумная жизнь, состоящая из антиатомов. Но пока это только догадки. Антиматерия остается одной из самых таинственных вещей в физике, а антизвезды – одним из самых захватывающих вопросов астрофизики. Их обнаружение перевернуло бы наше представление о том, как Вселенная устроена на самом деле. Черные дыры. Сверхмассивные звезды – это гипотетический класс объектов, которые могли существовать в ранней Вселенной и достигать массы в 1000 или даже миллионы солнечных масс. Если такие звезды действительно были, они могли сыграть ключевую роль в формировании первых черных дыр, ставших основой для сверхмассивных черных дыр, которые мы сегодня наблюдаем в центрах галактик, таких как Стрелец А-звезда в центре Млечного Пути. Обычные звезды ограничены в размерах, потому что при увеличении массы растет давление излучения, которое пытается разорвать звезду изнутри. Но в ранней Вселенной условия были другими. В ней было больше плотного водорода и гелия, не было тяжелых элементов, из-за которых звезды быстрее теряют энергию, а температура была высокой. Это могло позволить формироваться звездам с массой в сотни тысяч или даже миллионы солнечных масс. Такие звезды жили бы крайне недолго по космическим меркам, всего несколько миллионов лет. Их внутренняя температура могла достигать миллиардов градусов, а давление было настолько велико, что в их ядрах сразу запускались процессы синтеза не только водорода, но и более тяжелых элементов. Некоторые модели предполагают, что такие звезды не взрывались как сверхновые, а сразу коллапсировали в черные дыры. Если это так, то именно они могли стать зародышами сверхмассивных черных дыр, которые мы видим сегодня в центрах галактик. Сверхмассивные черные дыры, такие как Стрелец А-звезда, представляют собой объекты с массой в миллионы и миллиарды солнечных. Никто точно не знает, как они стали такими огромными, особенно с учетом того, что Вселенная относительно молода. Если в ранней Вселенной существовали сверхмассивные звезды, их коллапс мог бы объяснить, откуда взялись эти гигантские черные дыры так быстро. Хотя мы не можем наблюдать сверхмассивные звезды напрямую, современные телескопы вроде Джеймс Уэбб ищут их возможные следы в самых далеких уголках Вселенной. Если удастся найти доказательства их существования, это поможет нам понять не только эволюцию черных дыр, но и то, как формировались первые галактики. Возможно, Вселенная когда-то была населена звездами настолько огромными, что по сравнению с ними даже самые массивные современные звезды выглядели бы крошечными карликами. Промежуточные черные дыры – это гипотетический класс черных дыр, которые по массе находятся между звездными и сверхмассивными. Их диапазон массы – от сотен до сотен тысяч солнечных масс. Проблема в том, что хотя теория предсказывает их существование, астрономы до сих пор не могут найти убедительные доказательства их наличия. Звездные черные дыры образуются, когда массивные звезды заканчивают свой жизненный цикл и коллапсируют. Их масса обычно не превышает 100 солнечных. Сверхмассивные черные дыры, такие как Стрелец А-звезда в центре Млечного Пути, могут весить миллионы или миллиарды солнечных масс. Но между этими двумя классами есть разрыв. Как могли появиться сверхмассивные черные дыры, если их промежуточных предшественников почти не удается обнаружить? Есть несколько гипотез. Первая – промежуточные черные дыры могли образовываться в ранней Вселенной из коллапсирующих сверхмассивных звезд, которые не взрывались как сверхновые, а сразу превращались в черные дыры массой в сотни тысяч Солнц. Вторая гипотеза. Они формировались в плотных звездных скоплениях, где гравитационное взаимодействие заставляло черные дыры сливаться друг с другом, постепенно набирая массу. Например, в центрах шаровых скоплений, где звезды расположены очень тесно, слияния черных дыр могли происходить чаще, чем в обычных условиях. Третья версия. Промежуточные черные дыры могли рождаться из примордиальных черных дыр, сформировавшихся сразу после Большого взрыва.
Если такие объекты существовали, некоторые из них могли достичь промежуточных размеров, аккрецируя материю из окружающего пространства. Несколько кандидатов на роль промежуточных черных дыр все же обнаружены. Например, объект HLX-1 в далекой галактике, который имеет массу около 20 тысяч Солнц. Он ведет себя как черная дыра, но его масса слишком велика для звездной и слишком мала для сверхмассивной. Почему их так трудно найти? Возможно, они скрываются в центрах плотных звездных скоплений, где их сложно отличить от окружающих звезд. Возможно, они просто существуют короткий промежуток времени, быстро сливаясь и становясь сверхмассивными. Ротационные и заряженные черные дыры – это более сложные версии классической черной дыры, описанные в общей теории относительности. Если обычная черная дыра – решение Шварцшильда – представляет собой идеальный сферический объект без заряда и вращения, то в реальности черные дыры могут вращаться и даже иметь электрический заряд. Ротационные черные дыры Кира. Реальные черные дыры почти всегда вращаются, потому что звезды, из которых они образуются, сами имеют момент вращения. Когда звезда коллапсирует, закон сохранения момента импульса заставляет оставшееся ядро вращаться быстрее, так же как фигурист ускоряется, подтягивая руки к телу. Если черная дыра вращается, она перестает быть простой точкой с горизонтом событий. Вокруг нее появляется область, называемая эргосферой. В этой зоне пространство-время так сильно искривлено, что любой объект, попавший туда, уже не может оставаться в покое относительно внешнего наблюдателя. Его неизбежно закручивает вместе с черной дырой. Это открывает интересные возможности. В 1969 году физик Роджер Пенроуз предложил механизм извлечения энергии из вращающейся черной дыры. Если отправить объект в эргосферу и разделить его на две части, одна может упасть в черную дыру, а вторая получит дополнительную энергию и вылетит с большей скоростью. Этот процесс мог бы объяснять мощные релятивистские джеты, которые выбрасываются из центров галактик. Заряженные черные дыры Райснера-Нордстрюма. Если черная дыра каким-то образом накапливает электрический заряд, ее свойства меняются. Уравнения Эйнштейна-Максвелла предсказывают, что такая черная дыра будет вести себя иначе, чем обычная. Заряженная черная дыра отличается тем, что у нее не один, а два горизонта событий. Внешний горизонт действует как обычный, а внутренний скрывает центральную особенность – сингулярность. Между этими горизонтами пространство-время ведет себя необычно, и гипотетический объект, попавший внутрь, мог бы испытывать странные квантовые эффекты. На практике трудно представить, как во Вселенной может появиться сильно заряженная черная дыра. Даже если она образуется, космическая плазма быстро нейтрализует заряд, притягивая частицы противоположного знака. Поэтому считается, что чисто заряженных черных дыр в природе, скорее всего, нет. Но есть более экзотическая идея. Если черная дыра имеет и заряд, и вращение, она может вести себя совершенно необычно. Такие объекты называются черными дырами Керра-Ньюмана. У них, согласно расчетам, может быть голая сингулярность, то есть точка бесконечной плотности, которая не скрыта горизонтом событий. Это нарушает предсказания общей теории относительности и открывает возможность для существования червоточин и других экзотических эффектов. Вопрос о том, можно ли реально встретить такие объекты, остается открытым. Но если вращающиеся черные дыры определенно существуют, то заряженные остаются чисто теоретическими, хотя их изучение помогает понять фундаментальные законы гравитации и квантовой механики. Возможно, именно здесь кроется ключ к объединению общей теории относительности и квантовой физики. Микроскопические черные дыры – это гипотетические объекты, которые могли бы существовать в квантовом масштабе. В отличие от обычных черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, эти объекты либо образовались в ранней Вселенной, либо могут возникать в результате экстремальных физических процессов, например, при столкновении частиц на очень высоких энергиях. Примордиальные микроскопические черные дыры. Одна из гипотез предполагает, что микроскопические черные дыры могли появиться сразу после Большого взрыва, когда Вселенная была невероятно плотной. Если в какой-то момент в малых регионах плотность материи превысила критическое значение, эти области могли схлопнуться в крошечные черные дыры. Такие объекты называют примордиальными черными дырами. Их масса могла варьироваться от нескольких граммов до 1000 тонн, а размеры быть меньше атома. Если такие черные дыры действительно существовали, они могли бы либо испариться за счет эффекта Хокинга, об этом позже, либо до сих пор скрываться в космосе. Некоторые ученые даже предполагают, что примордиальные черные дыры могут составлять часть темной материи.
квантовые эффекты и излучение Хокинга. В 1974 году Стивен Хокинг предсказал, что черные дыры могут не только поглощать материю, но и испускать излучение из-за квантовых флуктуаций на горизонте событий. Это излучение называется излучением Хокинга, оно делает черные дыры не вечными. Чем меньше черная дыра, тем быстрее она испаряется. Обычные черные дыры испаряются дольше, чем возраст Вселенной, но микроскопические черные дыры могли бы исчезать за секунды или миллиарды лет, в зависимости от их начальной массы. На финальной стадии испарения они должны испускать мощные всплески энергии. Если астрономы найдут такие всплески, это может стать доказательством существования микроскопических черных дыр. Черные дыры на ускорителях. В некоторых теориях, особенно в моделях с дополнительными измерениями, теория струн, модель Рэндалла-Сундрума, предполагается, что микроскопические черные дыры могут появляться при столкновении высокоэнергетических частиц. Например, на Большом адронном коллайдере, БАК, энергии, сталкивающихся протонов настолько велики, что если существуют дополнительные измерения, они могут привести к образованию крошечных черных дыр. Но даже если бы такие черные дыры появились, они испарились бы практически мгновенно, не представляя никакой угрозы. Несмотря на это, еще до запуска БАКа в 2008 году появлялись панические статьи о том, что коллайдер создаст черную дыру, которая поглотит Землю. Но физика говорит нам, что даже если они возникнут, их жизнь будет короче триллионных долей секунды. Значение микроскопических черных дыр. Их существование могло бы подтвердить квантовую гравитацию и помочь объединить квантовую механику с общей теорией относительности. Поиск следов примордиальных черных дыр в космосе или их возможного испарения остается одной из важнейших задач современной астрофизики. Если они существуют, это может объяснить часть темной материи. Если их нет, это тоже важный результат, который заставит пересмотреть некоторые фундаментальные физические теории. В любом случае, микроскопические черные дыры – это область, где квантовая механика и гравитация встречаются, и именно здесь могут скрываться ответы на самые глубокие вопросы о природе Вселенной. Галактики. Спиральные галактики – это одни из самых красивых и распространенных структур во Вселенной. Они представляют собой гигантские диски, состоящие из звезд, газа, пыли и темной материи, с ярким центральным ядром и закрученными рукавами, которые напоминают спираль. Наш Млечный Путь и ближайшая к нам галактика Андромеды – классические примеры спиральных галактик. Структура спиральных галактик. У них есть несколько ключевых компонентов. Гало – сферическая область из темной материи и рассеянных звезд, которая окружает всю галактику. Диск – основная часть, содержащая звезды, газ и пыль. Именно здесь находятся спиральные рукава. Ядро – балдж. Плотное скопление старых звезд в центре, в котором часто скрывается сверхмассивная черная дыра. Спиральные рукава – закрученные структуры, где активно формируются новые звезды. Почему у них спиральная форма? Спиральные рукава не просто намотаны вокруг центра, как скрученный диск. Если бы они были жесткими структурами, то за миллионы лет они бы растянулись и исчезли из-за дифференциального вращения галактики. Звезды ближе к центру вращаются быстрее, чем на периферии. Вместо этого рукава – это своего рода волны плотности. Представь автомобильную пробку. Машины движутся, но сама пробка остается на месте. Также и в галактике. Звезды входят в область повышенной плотности, замедляются, там образуются новые звезды, но сами рукава не вращаются как единое целое. Этот процесс называется теорией плотностных волн. Классификация. Спиральные галактики делятся на два основных типа. Обычные спиральные – S. У них есть гладкое ядро и закрученные рукава. Перемычечные спиральные – SB. У них в центре проходит перемычка – бар, из которой выходят рукава. Млечный Путь относится именно к такому типу. Спиральные галактики также подразделяются на подклассы СА, СБ, СС, в зависимости от того, насколько плотно закручены рукава и насколько яркое ядро. Эволюция и судьба. Спиральные галактики эволюционируют. Со временем они могут поглощать другие галактики, сталкиваться и сливаться. Например, через 4,5 миллиарда лет Млечный Путь и Андромеда столкнутся, образовав новую эллиптическую галактику. Если спиральная галактика теряет газ и прекращает звездообразование, она может превратиться в линзообразную или эллиптическую галактику. Спиральные галактики и жизнь. Они идеальны для формирования планетных систем. Большинство известных экзопланет находятся именно в таких галактиках, потому что в них достаточно тяжелых элементов для образования каменистых планет. Млечный Путь – наш дом, и его структура сыграла огромную роль в том, что мы
вообще существуем. Исследование спиральных галактик помогает нам понять, как формируются звезды, планеты и даже сама жизнь во Вселенной. Эллиптические галактики – это самые массивные и древние галактики во Вселенной. В отличие от спиральных галактик, они не имеют выраженной структуры, таких как диски и рукава. Вместо этого они представляют собой огромные, вытянутые или почти сферические скопления звезд, которые вращаются хаотично. Один из самых известных примеров – галактика M87 в скоплении Девы, которая содержит в своем центре сверхмассивную черную дыру, впервые сфотографированную телескопом Event Horizon. Их структура отличается от спиральных галактик тем, что они в основном состоят из старых звезд, образовавшихся миллиарды лет назад. В них практически нет газа и пыли, поэтому звездообразование давно прекратилось. Это делает их красноватыми и менее яркими, чем голубоватые спиральные галактики, в которых активно формируются новые звезды. Ядро эллиптической галактики обычно плотное и массивное, почти всегда содержащее сверхмассивную черную дыру. Основные звезды распределены равномерно и движутся в хаотичных орбитах, в отличие от упорядоченного движения в дисках спиральных галактик. Внешняя область эллиптической галактики представляет собой разреженное гало из темной материи и рассеянных звезд. Астрономы делят эллиптические галактики на классы от Е0 до Е7 в зависимости от их формы. Е0 выглядят почти сферическими, а Е7 имеют вытянутую овальную форму. Поскольку эллиптические галактики состоят из старых звезд, в них редко встречаются планеты с благоприятными условиями для жизни. Они часто образуются в результате столкновений и слияний меньших галактик. Например, когда Млечный Путь и Андромеда столкнутся через несколько миллиардов лет, они, скорее всего, сформируют одну гигантскую эллиптическую галактику. Одна из самых массивных известных эллиптических галактик – ИЦ-1101. Ее диаметр превышает 6 миллионов световых лет, что делает ее одной из крупнейших структур во Вселенной. Эллиптические галактики играют ключевую роль в эволюции Вселенной, так как именно они могут быть конечной стадией развития многих спиральных и неправильных галактик. Неправильные галактики – это хаотичные звездные системы, которые не имеют четкой структуры, как спиральные или эллиптические галактики. Они могут выглядеть как неупорядоченные скопления звезд, газа и пыли, вытянутые под действием гравитации других галактик или сформировавшиеся в условиях, где спиральная или эллиптическая структура просто не могла появиться. Самые известные примеры неправильных галактик – Большое и Малое Магеллановы облака. Они находятся всего в 160–200 тысячах световых лет от Млечного Пути и являются его спутниками. Эти галактики содержат большое количество газа, в них активно рождаются звезды, что делает их яркими и насыщенными голубыми оттенками. В отличие от спиральных галактик, в которых звезды движутся по упорядоченным орбитам, в неправильных галактиках движение более хаотично. В них могут встречаться как очень старые звезды, так и совсем молодые, а также огромные облака газа, где идет активное звездообразование. Их происхождение часто связано с гравитационными взаимодействиями. Некоторые из них могли быть спиральными галактиками, но столкновения или близкие проходы мимо более массивных объектов разрушили их структуру. Другие могли сформироваться изначально в областях, где не было условий для образования классического диска или ядра. Магеллановые облака взаимодействуют с Млечным Путем, и эта гравитационная связь влияет на их структуру. Наблюдения показывают, что они постепенно теряют газ, который вытягивается в поток Магеллана – гигантскую арку из водорода, соединяющую их с нашей галактикой. В будущем они, возможно, будут поглощены Млечным Путем, став его частью. Неправильные галактики играют важную роль в понимании эволюции Вселенной. Они показывают, как гравитация влияет на форму галактик и как происходит перераспределение вещества в космосе. Их хаотичность – это результат динамических процессов, которые продолжают изменять их структуру и состав, делая их одними из самых интересных объектов для изучения. Карликовые галактики – это самые маленькие и слабосветящиеся галактики во Вселенной. Несмотря на свои скромные размеры, они играют важную роль в эволюции крупных галактик, так как часто становятся их спутниками и постепенно поглощаются. Карликовые галактики могут содержать от нескольких миллионов до нескольких миллиардов звезд. Для сравнения, в Млечном Пути около 200–400 миллиардов звезд. Большинство карликовых галактик находятся в гравитационной зависимости от более крупных галактик, таких как Млечный Путь или Андромеда, и постепенно теряют звезды, которые присоединяются к галактическому диску их массивных соседей. Примером такой галактики является карликовая галактика в Стрельце.
Она находится всего в 70 тысячах световых лет от нас и постепенно разрывается гравитацией Млечного Пути. Ее звезды уже формируют звездный поток, который смешивается с нашей галактикой. Карликовые галактики бывают разных типов. Карликовые сфероидальные галактики напоминают миниатюрные эллиптические галактики, почти лишенные газа. А карликовые неправильные галактики напоминают Магеллановые облака, в которых активно идет звездообразование. Астрономы считают, что карликовые галактики могли быть первыми структурами, сформировавшимися во Вселенной. Они состоят из темной материи в еще большей степени, чем крупные галактики, и могут помочь объяснить распределение этой загадочной субстанции. В будущем многие карликовые галактики, такие как Стрельцовская и Большая Медведица И, будут полностью поглощены Млечным Путем, став частью его гала. Такие процессы помогают галактикам расти и развиваться, поглощая меньших соседей на протяжении миллиардов лет. Квазары – это одни из самых ярких и мощных объектов во Вселенной. Они представляют собой активные галактические ядра, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, поглощающая огромное количество материи. В процессе аккреции вещество образует раскаленный аккреционный диск, который разогревается до миллионов градусов и излучает колоссальное количество энергии. По яркости квазары могут превосходить целые галактики. Некоторые из них светят в 1000 раз ярче, чем Млечный Путь. Несмотря на то, что их размеры сравнительно малы. Они настолько далеки, что видны на краю наблюдаемой Вселенной. А их свет идет к нам миллиарды лет. Это значит, что квазары дают нам возможность заглянуть в прошлое и изучить ранние этапы эволюции Вселенной. Основной механизм их работы связан с гравитационной энергией. Когда вещество падает в черную дыру, оно сжимается, нагревается и начинает испускать мощное электромагнитное излучение, включая рентгеновские и гамма-лучи. В некоторых случаях часть материи не падает в черную дыру, а выбрасывается в виде релятивистских джетов, потоков плазмы, движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Эти джеты могут простираться на тысячи световых лет, влияя на окружающую среду и даже тормозя звездообразование в галактиках. Квазары в основном наблюдаются в далеких галактиках, что говорит о том, что они были более распространены в ранней Вселенной. Со временем активные ядра многих галактик угасли, поскольку черные дыры перестали активно поглощать вещество. Примером известного квазара является 3 с цифрой 273 в созвездии Девы. Он находится на расстоянии около 2,4 миллиарда световых лет и является одним из первых обнаруженных квазаров. Его светимость примерно в 4 триллиона раз превышает светимость Солнца. Изучение квазаров помогает понять, как развивались галактики, какие процессы происходят вблизи сверхмассивных черных дыр и как активные ядра могли влиять на эволюцию Вселенной. Они являются своего рода маяками, освещающими прошлое космоса, и до сих пор остаются одними из самых загадочных объектов в астрофизике. Блазары – это одни из самых мощных источников энергии во Вселенной. Они представляют собой активные ядра галактик, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, окруженная аккреционным диском из раскаленного газа. Особенность блазаров в том, что они направляют свой релятивистский джет прямо на нас. Джеты – это узкие потоки заряженных частиц, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Когда такой поток направлен на наблюдателя за счет релятивистских эффектов, его яркость значительно увеличивается, и он становится мощным источником излучения во всех диапазонах. По сути, блазеры – это разновидность квазаров, но с уникальной ориентацией. Если у квазара джет направлен под углом, то у блазера он смотрит прямо на нас, поэтому мы видим его особенно ярким. Это объясняется эффектом доплеровского усиления. Свет, исходящий от движущихся со скоростью, близкой к световой, частиц, сжат и становится намного интенсивнее. Блазеры делятся на 2 основные категории. Объекты Б-Л-Лак, Б-Л-Лацерте имеют слабые линии в спектре, так как их излучение доминирует над светом окружающей галактики. Flat Spectrum Radio Quasars, FSRQ, обладают сильными спектральными линиями, что говорит о наличии мощных аккреционных дисков. Самые мощные блазары способны испускать гамма-излучение, которое можно зарегистрировать даже с Земли. Телескоп Fermi-LAT регулярно обнаруживает всплески активности блазаров, доказывая, что эти объекты способны выделять энергию, превышающую светимость целых галактик. Из-за своей экстремальной яркости блазары являются идеальными маяками, позволяющими изучать дальний космос. Они помогают астрономам исследовать структуру Вселенной, свойства межгалактической среды и даже проверять фундаментальные законы физики, такие как теория относительности Эйнштейна. И на этом моменте Вселенная снова демонстрирует нам свою безграничность, загадочность и величие.
Мы лишь приоткрыли завесу ее тайн, а впереди бесконечный океан неизведанного. Энтропия – это фундаментальный закон природы, который управляет всем. От поведения элементарных частиц до глобальных процессов во Вселенной. Это причина, по которой твоя комната со временем превращается в хаос, отношения теряют остроту, а любая сложная система неизбежно приходит в упадок. Энтропия – это неизбежное движение от порядка к беспорядку, и именно она определяет стрелу времени, делая прошлое организованным, а будущее – неопределенным. Но действительно ли хаос – это всегда нечто разрушительное? Что если энтропию можно не только измерять, но и использовать? Что если беспорядок, который мы привыкли считать негативным фактором, на самом деле является двигателем эволюции, творчества и прогресса? Может ли понимание энтропии дать ключ к управлению сложностью в нашей жизни, от личных решений до глобальных систем? Давай разберемся, что такое энтропия на самом деле, как она влияет на наш мир и, главное, как ее можно использовать в своих интересах. Энтропия – это мера хаоса или беспорядка в системе. Согласно второму закону термодинамики, в замкнутой системе энтропия всегда увеличивается. Это значит, что Вселенная со временем становится все менее упорядоченной. Но почему? Представь, что ты строишь карточный домик. Ты вкладываешь энергию, чтобы расположить карты в порядке. Но стоит тебе уйти, подуть ветер или кто-то случайно задеть конструкцию. Домик разрушится. Вероятность того, что карты сами по себе сложатся обратно в ту же форму, исчезающе мало. Это и есть принцип энтропии. Любые процессы идут в сторону увеличения беспорядка, потому что упорядоченные состояния – редкость, а хаотичных комбинаций гораздо больше. Физики объясняют это через статистику. Если взять коробку, разделенную перегородкой, и поместить газ в одну из половин, то при снятии перегородки молекулы начнут хаотично двигаться, распределяясь по всему объему. Вначале было организованное состояние – газ в одной части. Но после удаления преграды он заполнил всю коробку, увеличивая энтропию. Вероятность того, что молекулы сами снова соберутся в одном углу, ничтожна. На квантовом уровне тоже все движется к увеличению хаоса. Элементарные частицы взаимодействуют, передают энергию, рассеивают тепло. Это ведет к тому, что Вселенная не просто расширяется, но и становится все менее структурированной. Звезды сжигают топливо, превращаясь в белых карликов и черные дыры. Галактики удаляются друг от друга. Материя стремится к равномерному распределению. В пределе это ведет к тепловой смерти Вселенной, состоянию, когда больше не будет локальных перепадов температуры, которые можно было бы использовать для работы. Парадокс в том, что локальная энтропия может уменьшаться. Например, жизнь на Земле организована, клетки строят сложные структуры. Но это происходит за счет энергии Солнца, которая, в свою очередь, сжигает топливо и увеличивает энтропию вокруг. Если взять Вселенную в целом, ее общий хаос неуклонно растет. Что такое время? Почему мы помним прошлое, но не будущее? Если смотреть на уравнения квантовой механики или классической физики, в них нет привилегированного направления времени. Но на макроуровне оно есть. Прошлое упорядочено, будущее хаотично. Представь себе стакан, который падает на пол и разбивается. Ты можешь замедлить видео, но не можешь заставить осколки сами по себе снова собраться в стакан. Это называется стрелой времени, и она совпадает с направлением роста энтропии. Энтропия – это единственная известная науке величина, которая всегда увеличивается. Возможно, наше ощущение времени – это просто следствие второго закона термодинамики. Тепловая смерть Вселенной, если Вселенная продолжит расширяться, то со временем звезды погаснут, черные дыры испарятся, а материя рассеется. Температура выровняется и не останется источников энергии. Никаких галактик, планет, людей, просто бесконечно холодное и пустое пространство. Это называют тепловой смертью Вселенной. Но есть нюанс. Возможно, вакуум сам по себе нестабилен. Если где-то в космосе случится так называемый квантовый разрыв, пузырь более устойчивого вакуума, он начнет расширяться со скоростью света и уничтожит все на своем пути. Это могло бы перезапустить Вселенную в новом состоянии. Или, возможно, наша Вселенная – это всего лишь фаза в циклическом процессе, где после тепловой смерти может последовать новый большой взрыв. В любом случае, пока что мы знаем одно – энтропия продолжает расти, а Вселенная становится все более хаотичной. Черная дыра – это абсолютный хаос, потому что она уничтожает информацию и увеличивает энтропию до предела. Это объект, где обычные законы физики перестают работать, а время и пространство скручиваются в точку. Представь себе файл на компьютере. Если его удалить, он не исчезает сразу, операционная система просто помечает его как ненужный,
а данные остаются на жестком диске, пока не будут перезаписаны. Теперь представь, что файл не просто удаляется, а стирается так, что его восстановить невозможно, даже теоретически. Это черная дыра. Любая информация, которая в нее попадает, больше никогда не возвращается. Энтропия – это мера хаоса, а черные дыры – самые энтропийные объекты во Вселенной. Термодинамика говорит, что если энтропия всегда растет, то черные дыры – логический конец этого процесса. Их энтропию впервые посчитал физик Якоб Бекенштейн, а позже Стивен Хокинг доказал, что черные дыры испаряются из-за квантовых эффектов. Но проблема в том, что при испарении они не возвращают информацию. То есть Вселенная становится еще более хаотичной, но без возможности восстановить порядок. Это называется парадоксом информации черных дыр. В обычной физике любая система может в теории вернуться к прошлому состоянию, если знать все параметры. Например, если снять разбитый стакан в суперзамедленной съемке, можно теоретически просчитать траектории всех осколков и понять, как он выглядел до разрушения. Но если бросить этот стакан в черную дыру, ничего нельзя восстановить. Данные о нем просто исчезают. Это ставит под вопрос саму основу физики, потому что если информация теряется, значит, нарушается один из главных принципов – детерминизм. Законы природы должны позволять восстановить прошлое, но черная дыра обрезает эту возможность. Черная дыра – это энтропийный тупик. Если бы Вселенная была компьютерной игрой, черные дыры были бы глюками, в которых ломается код и исчезают данные. Они – символ абсолютного хаоса, потому что даже пространство и время внутри них перестают существовать в привычном смысле. На горизонте событий гравитация становится такой сильной, что ничего не может выбраться наружу, даже свет. А в центре – сингулярность, точка с бесконечной плотностью, где законы физики просто не работают. Одна из главных загадок современной науки – можно ли как-то обойти этот предел? Есть гипотезы, что внутри черных дыр может быть выход в другие вселенные или что информация не исчезает, а как-то кодируется на горизонте событий. Но пока это только предположение. Факт остается фактом. Черная дыра – это максимальный хаос, конечная станция для информации и точка, за которой реальность перестает быть предсказуемой. Максвелловский демон – это мысленный эксперимент, предложенный Джеймсом Максвеллом в 1867 году. Он ставит под сомнение второй закон термодинамики, согласно которому энтропия в замкнутой системе всегда увеличивается. Но можно ли обмануть природу и создать вечный двигатель? Представь, что у тебя есть ночной клуб, разделенный перегородкой на две зоны. В одной обычные посетители, в другой VIP-зона. На входе стоит охранник, который решает, кого пропускать. Если он впускает только богатых и мирбеизвестных в вип-зону, а остальных оставляет в общем зале, то через какое-то время вся элита будет тусоваться отдельно, а простые гости останутся снаружи. На первый взгляд кажется, что порядок возник сам собой, люди как будто разделились, без затрат энергии. Но если копнуть глубже, охранник тратит силы, проверяет лица, запоминает, кто есть кто, и принимает решения. Он не работает бесплатно. Ему нужна зарплата, отдых, еда. В физическом смысле зарплата охранника – это энергия, которую требует обработка информации. Когда он запоминает или забывает кого-то, он меняет состояние своей памяти, что неизбежно приводит к выделению тепла. И это ключевой момент. Даже если кажется, что порядок увеличился, в целом система становится более хаотичной из-за работы охранника. Так что максвелловский демон похож на такого охранника. Пока он следит за молекулами, система вроде бы обманывает энтропию. Но как только учитывать затраты на процесс, второй закон термодинамики оказывается неизбежным. Второй закон термодинамики говорит, что в замкнутой системе беспорядок энтропия всегда растет. Это значит, что тепло само по себе переходит от более горячего объекта к более холодному, пока температура не выровняется. Когда у тебя есть чашка горячего кофе в комнате, молекулы кофе движутся быстро, а молекулы воздуха вокруг – медленнее. При столкновениях энергия передается от более быстрых частиц к более медленным, то есть от кофе к воздуху. В результате кофе остывает, а воздух чуть-чуть нагревается. Почему не бывает наоборот? Потому что для этого миллионы молекул воздуха должны случайно передать свою энергию обратно кофе. Причем строго так, чтобы он нагрелся, а воздух остыл. Но таких вариантов развития событий слишком мало по сравнению с теми, где тепло просто рассеивается. Представь, что ты бросил в комнате колоду карт. Они разлетятся в беспорядке. Шанс, что они сами по себе соберутся обратно, практически нулевой. С теплом работает тот же принцип.
В этом и суть второго закона. Системы со временем приходят в состояние, которое вероятнее всего, а это равномерное распределение энергии. Именно поэтому горячий кофе остывает, а холодный воздух не нагревает его сам по себе. В теории информации энтропия – это мера неопределенности или беспорядка в данных. Ее предложил Клауд Шеннон в 1948 году, и она показывает, сколько информации в среднем содержится в сообщении. Если данные хаотичны и трудно предсказуемы, энтропия высокая. Если они упорядочены и легко предсказуемы, энтропия низкая. Представь, что у тебя есть текст. Если в нем встречаются только буквы «А», то он не содержит ничего нового. Ты сразу знаешь, что идет дальше. Это низкая энтропия. Но если текст состоит из случайных символов, то предсказать следующую букву невозможно. Это высокая энтропия. Пример с монетой. Если монета всегда падает на одну сторону, информация предсказуема, и энтропия равна нулю, ты ничего нового не узнаешь от каждого броска. Если монета честная и вероятность орла и решки 50 на 50, то энтропия максимальна, потому что результат каждого броска несет максимальную информацию. Энтропия в данных измеряется количеством битов на символ. Это показывает, сколько информации нужно, чтобы закодировать сообщение без потерь. Например, текст на английском языке в среднем имеет энтропию около 1,5 бит на символ, потому что буквы встречаются с разной частотой. Е чаще, чем З. Эта идея используется в сжатии данных. Алгоритмы типа ZIP или JPEG убирают предсказуемую информацию, оставляя только важное. Чем меньше энтропия, тем лучше сжимаются данные. Наоборот, если у файла высокая энтропия, например, зашифрованный текст или шум, его сжать почти невозможно. Энтропия в теории информации показывает, насколько данные хаотичны, как эффективно их можно передавать и насколько сложно их предсказать. В криптографии энтропия – это мера случайности ключей и данных, которая определяет стойкость системы к атакам. Чем выше энтропия, тем сложнее злоумышленнику угадать или предсказать секретную информацию. Ключи в шифровании должны быть максимально случайными, чтобы противник не смог их подобрать. Если ключи имеют низкую энтропию, например, состоят из предсказуемых символов или фраз, их можно взломать методом перебора или анализа частот. Энтропия важна при генерации случайных чисел, которые используются в криптографических алгоритмах. Слабые генераторы случайных чисел могут создавать шаблоны, которые делают систему уязвимой. Поэтому в криптографии применяют криптографически стойкие генераторы случайных чисел, которые обеспечивают высокий уровень энтропии. Шифрованные данные также должны выглядеть случайными. Если в зашифрованном тексте есть предсказуемые структуры, его можно проанализировать и взломать. Поэтому современные алгоритмы делают так, чтобы шифротекст был неотличим от случайного шума. Энтропия используется в механизмах аутентификации и хеширования. Пароли с низкой энтропией, простые слова, даты, легко подбираются, поэтому рекомендуются длинные случайные последовательности символов. Криптографические хэш-функции, такие как HA3606, работают так, что даже небольшое изменение входных данных полностью меняет выходное значение, увеличивая хаос и защищая от подбора. В криптографии энтропия – это фундаментальный показатель безопасности. Без достаточного уровня случайности система становится уязвимой к атакам, поэтому хаос здесь не недостаток, а защита. Энтропия в эволюции играет двойственную роль. С одной стороны, мутации вносят хаос в генетический код, увеличивая беспорядок, с другой – естественный отбор фильтрует этот хаос, отбирая полезные изменения. В результате сложность биологических систем со временем возрастает. Мутации – это случайные изменения в ДНК. Они могут происходить из-за ошибок при копировании, радиации, химических воздействий. Большинство мутаций нейтральны или вредны, но иногда возникают полезные изменения, дающие организму преимущество в выживании. Такие мутации закрепляются в популяции через естественный отбор. На первый взгляд кажется, что мутации просто увеличивают беспорядок, разрушают структуры. Но если бы эволюция была чисто случайной, организмы не усложнялись бы, они просто становились бы все более хаотичными. Ключевой фактор, который превращает случайность в сложность – это отбор. Естественный отбор действует как фильтр, который выбирает только те комбинации мутаций, которые увеличивают приспособленность организма. Если бы не было отбора, генетическая энтропия только росла бы, приводя к деградации. Но поскольку организмы, получившие успешные мутации, выживают и передают свои гены, со временем накапливаются все более сложные и эффективные биологические структуры. Это можно видеть в истории жизни.
Первые организмы были простыми одноклеточными. Случайные мутации создавали новые белки, структуры, механизмы регуляции. Со временем появились многоклеточные организмы, нервные системы, сложные органы. Каждая ступень эволюции – это баланс между хаосом мутаций и порядком естественного отбора. Поэтому мутации сами по себе не ведут к усложнению, они просто создают вариации. Но в сочетании с отбором этот процесс приводит к появлению все более сложных форм жизни, превращая хаос в структуру. Энтропия в нейронах мозга отражает баланс между хаосом и порядком, который необходим для эффективной работы разума. Если энтропия слишком низкая, мозг становится слишком жестким, предсказуемым и неспособным к обучению. Если слишком высокая, мышление превращается в хаотичный поток бессвязных сигналов. Оптимальный уровень энтропии позволяет одновременно сохранять структуру и быть гибким. Нейроны передают сигналы с помощью электрических импульсов. На первый взгляд, это хаотичный процесс. Миллиарды клеток обмениваются сигналами. Их активность кажется случайной. Но если бы мозг работал полностью случайно, он не мог бы хранить информацию или принимать осмысленные решения. Наоборот, если бы он был слишком структурированным и предсказуемым, то не мог бы адаптироваться к новым ситуациям. Исследования показывают, что здоровый мозг работает в режиме критического состояния, на грани между порядком и хаосом. Это позволяет ему быть достаточно стабильным для обработки информации, но при этом достаточно гибким для обучения и творчества. Если энтропия в нейронных сигналах снижается слишком сильно, например, при болезни Паркинсона или в коме, мозг теряет способность к адаптации. Если наоборот, энтропия растет слишком сильно, например, при эпилептическом припадке или в шизофрении, сигналы становятся слишком хаотичными и теряется контроль над мыслями и действиями. Баланс энтропии поддерживается сложными нейронными сетями, где одни зоны мозга работают как центры порядка, например, кора головного мозга при принятии решений, а другие вводят элементы хаоса, например, лимбическая система, связанная с эмоциями и импульсивными реакциями. Взаимодействие этих систем позволяет мозгу эффективно обрабатывать информацию, обучаться и принимать решения. Темная материя – это загадочная субстанция, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением, но оказывает гравитационное влияние на галактики и крупномасштабную структуру Вселенной. Ее природа до сих пор неизвестна, но можно рассмотреть, как она связана с энтропией. Почему темная материя увеличивает упорядоченность? Обычная материя образует звезды, планеты, галактики, структуры, которые можно назвать низкоэнтропийными. Газы рассеиваются, звезды умирают. Но локальные области порядка продолжают существовать. Темная материя действует как гравитационный клей, удерживая галактики от распада и замедляя рост хаоса. Без нее Вселенная была бы более беспорядочной. Галактики просто бы разлетались из-за центробежной силы. Но с другой стороны, темная материя увеличивает энтропию на космическом масштабе. В ранней Вселенной вещество было распределено относительно равномерно, но со временем гравитация стянула материю в плотные области, создавая галактики и пустоты между ними. Такое перераспределение увеличивает энтропию, потому что система становится более вероятной в статистическом смысле. Энтропия темной материи и темная материя ведет себя иначе, чем обычная. У нее нет столкновений, нет давления, нет очевидных взаимодействий. Из-за этого ее энтропию сложно определить. Но одно предположение гласит, что темная материя – это своеобразный энергетический резервуар Вселенной, в котором хранится часть энтропии, пока не найдется способ ее высвободить. Если темная материя распадается, а есть гипотеза о ее распаде на более легкие частицы, то это высвобождает энергию, увеличивая энтропию Вселенной. Если она стабильно существует, то просто поддерживает структуру материи, препятствуя хаотическому рассеянию звездных систем. Темная материя и тепловая смерть в далеком будущем, когда звезды сгорят, черные дыры испарятся, а энергия распространится равномерно. Энтропия Вселенной достигнет максимума. Что тогда станет с темной материей? Если она стабильно существует в неизменном виде, то даже в мертвой Вселенной останется что-то структурированное, холодные скопления темной материи, которые никогда не распадутся. Но если темная материя тоже подвержена распаду, то в конечном итоге она превратится в радиацию, которая распределится по всей Вселенной, доведя энтропию до абсолютного предела. Сознание можно рассматривать как механизм, который борется с энтропией, организуя хаотичный поток информации в осмысленные структуры. Нейроны в мозге генерируют электрические сигналы, создавая систему с высокой степенью сложности, но при этом не превращаясь в чистый хаос.
Это похоже на термодинамическую систему, которая постоянно расходует энергию, чтобы поддерживать порядок. Мышление как процесс снижения энтропии мир – это поток случайных данных, но мозг не просто воспринимает их, а упорядочивает. Сознание извлекает закономерности, строит модели реальности и прогнозирует будущее. Это работа против энтропии. Вместо хаотичного набора сигналов мы видим образы, мыслим концепциями, принимаем решения. Эта борьба требует энергии. Если мозг перестает получать питательные вещества и кислород, его сложная организация рушится, сознание теряется. При потере связи между нейронами, как при болезни Альцгеймера, растет энтропия мышления. Когнитивные функции разрушаются, исчезает способность упорядочивать информацию. Оптимальная энтропия разума. Мозг не может быть полностью упорядоченным, тогда он был бы статичным, неспособным к обучению. Но и полный хаос, например, при шизофрении или эпилептическом приступе, делает мышление неуправляемым. Исследования показывают, что сознание функционирует в режиме критической энтропии, где есть баланс между стабильностью и гибкостью. Этот баланс делает мышление адаптивным. Мы можем как анализировать прошлый опыт, порядок, так и находить новые решения, хаос. Например, творчество – это генерация новых комбинаций идей, а логика – их структурирование. Сознание и Вселенная есть гипотеза, что энтропия – это фундаментальный принцип не только в физике, но и в познании. Если Вселенная движется к максимальной энтропии, то сознание – это временная аномалия, которая локально замедляет этот процесс, создавая порядок. Но, возможно, именно благодаря энтропии мозг вообще способен работать. Нейронные сети зависят от случайности в обучении, а обучение происходит через адаптацию к хаосу окружающего мира. Без энтропии не было бы эволюции, а значит и разума. Энтропия и мультивселенная. Почему наш мир не единственный? Идея мультивселенной предполагает, что наш космос всего лишь один из множества возможных вселенных. Если это так, то как в этом огромном множестве работает энтропия? Энтропия как двигатель мультивселенной в классической космологии Вселенной начиналась с очень низкой энтропии после Большого взрыва. Но почему? Если энтропия всегда растет, логично было бы ожидать, что Вселенная изначально была хаотичной, а не высокоупорядоченной. Один из возможных ответов – мы живем не в единственной Вселенной, а в одной из множества возможных Вселенных. Если существует бесконечное число Вселенных, они могут обладать разными уровнями энтропии, и мы просто находимся в той, где изначально был порядок, потому что только такая Вселенная позволяет возникнуть сложным структурам и разуму. Квантовая мультивселенная и энтропия в квантовой механике есть теория многомировой интерпретации. Согласно ей, каждый раз, когда происходит квантовое измерение, Вселенная разделяется на несколько ветвей. Например, если бросить монету, то в одной Вселенной выпадает орел, а в другой – решка. Если это правда, то количество Вселенных постоянно увеличивается, что похоже на процесс роста энтропии. Каждая новая ветвь – это новый возможный вариант событий, и чем дальше во времени, тем больше миров разветвляется. Таким образом, квантовая энтропия мультивселенной растет подобно тому, как растет термодинамическая энтропия в нашей Вселенной. Инфляционная теория – Вселенные как пузыри другая гипотеза, вечная инфляционная модель, предложенная Андреем Линде. Она утверждает, что пространство-время расширяется бесконечно, создавая новые пузыри Вселенной, каждая со своими законами физики. Энтропия в такой системе ведет себя странно. Каждая новая Вселенная рождается с низкой энтропией, но в глобальном масштабе хаос все равно растет. Мультивселенная и тепловая смерть, если существует бесконечное число вселенных, то в некоторых энтропия уже достигла максимума, а в других процесс только начинается. Возможно, когда одна вселенная приходит к тепловой смерти, возникают новые вселенные с низкой энтропией, перезапуская цикл. Это могло бы объяснить, почему мы живем в мире, где еще есть энергия для жизни и процессов. Просто вселенные с высокой энтропией уже давно мертвы, и в них никто не может задать этот вопрос. Энтропия в симуляции. Можно ли по уровню беспорядка понять, что мы в матрице? Если наша Вселенная – это симуляция, то ее законы физики должны быть результатом вычислений. А значит, возможно, существуют ограничения на хаос, которые отличают ее от реальной Вселенной. Предел энтропии в симуляции в реальной физике энтропия может расти бесконечно, но в вычислительной системе у ресурсов есть предел. Компьютерная симуляция должна использовать конечную мощность процессора, память и энергию. Это значит, что энтропия в такой вселенной не может бесконечно увеличиваться. В какой-то момент
код начнет давать сбои. Можно представить этот предел как максимальную сложность, которую может обработать вычислительная система. Если наша Вселенная симулирована, то на определенном уровне детализации мы должны увидеть признаки оптимизации, например, ограничения на квантовый хаос, потери информации или аномальные закономерности в случайных процессах. Квантовые шумы как артефакты симуляции в квантовой механике есть эффект декогеренции, когда квантовая система переходит от суперпозиции к одному состоянию. Но никто точно не знает, почему это происходит. Одна из гипотез – декогеренция связана с вычислительными ограничениями симуляции. Система коллапсирует, потому что вычислитель не может бесконечно удерживать все возможные состояния. Если это так, то можно искать признаки симуляции в распределении квантовых шумов. Если энтропия квантовых систем ведет себя не так, как предсказывает статистическая механика, это могло бы намекать на программные ограничения реальности. Голографический принцип и энтропийные пределы гипотезы голографической вселенной утверждают, что вся информация о трехмерном пространстве может быть записана на двумерной границе. Это похоже на сжатие данных в компьютерной графике. Система хранит только информацию, необходимую для отрисовки реальности. Если в нашей вселенной действительно есть такой механизм, это может быть способом ограничить рост энтропии, чтобы не перегружать вычисления. Искусственные ограничения на хаос. Если Вселенная – это симуляция, то ее создатели могли бы внедрить механизмы, предотвращающие слишком сильное возрастание хаоса. Например, программные правила физики могут включать тонкие механизмы стабилизации, чтобы не допустить чрезмерного рассеивания энергии. Возможно, существуют неизвестные нам законы, которые незаметно регулируют энтропию, предотвращая вычислительный крах системы. Можно ли экспериментально обнаружить предел энтропии? Возможно. Если есть лимит хаоса, который симуляция не может преодолеть, его можно искать. В поведении черных дыр, где энтропия достигает максимума в квантовых системах, где возможны статистические аномалии в фундаментальных константах, которые могут быть закодированными ограничениями, если бы мы нашли предел, за которым энтропия перестает расти, это был бы сильный аргумент в пользу симуляции. Но пока что таких наблюдений нет. Если энтропия действительно достигнет максимума, Вселенная превратится в статичное, безжизненное пространство, где больше не будет различий между прошлым и будущим. Без градиента энергии и структур все процессы остановятся, а время, каким мы его знаем, потеряет смысл. Возможно, это будет настоящий конец реальности, а возможно, всего лишь пауза перед новым циклом рождения. Но пока этот момент не наступил. У нас есть время, чтобы задавать вопросы и искать ответы. Если тебе понравился разбор, ставь лайк, подписывайся и пиши в комментариях, какую тему разобрать в следующем выпуске. Впереди еще много загадок Вселенной, и вместе мы попробуем разобраться в